Бескрайняя африканская саванна в разгар засушливого сезона напоминала раскаленную духовку, где каждый глоток воздуха казался наполненным мелкой колючей пылью. Золотистая трава, еще недавно сочная и высокая, превратилась в ломкую солому, которая сухо трещала под копытами. Солнце, висевшее в зените, казалось огромным белым диском, выжигающим все живое на сотни миль вокруг. В этом безмолвном и жестоком мире двигался небольшой табун зебр, и среди них выделялась Сайра, опытная кобыла, чья шкура была испещрена множеством мелких шрамов, свидетельствующих о годах борьбы за выживание. Рядом с ней, постоянно путаясь под ногами, семенил Лема, ее единственный жеребенок, чье любопытство часто превосходило его осторожность. Сайра была мудрой матерью. Она учила сына не просто идти за стадом, а чувствовать пульс земли. Она показывала ему, как подражанию воздуха определять приближение бури, как находить под слоем запекшейся грязи корни растений, полные влаги, и как отличать невинный шелест ветра в кустах от вкрадчивых шагов крадущегося леопарда. Лема слушал, но его молодая кровь требовала игры. Его мир был ярким и полным тайн, и каждая глубокая тень во враге казалась ему приглашением к приключению. В тот роковой полдень зной стал невыносимым даже для привычных к жаре обитателей равнины. Воздух дрожал, создавая причудливые миражи далеких озер. Табун шел вдоль края старого тектонического разлома, глубокой трещины в земной коре, края которой обросли колючим кустарником и редкими акациями. Лема заметил внизу на небольшом уступе клочок странной изумрудно-зеленой травы, которая чудом сохранилась в тени огромных валунов. Там же блестели капли росы, не успевшие испариться. Поддавшись импульсу, жеребенок рванул вниз по крутому склону, не заметив, как предательски осыпается под его копытами рыхлая почва. Сайра почувствовала опасность мгновенно. Издав короткий тревожный призыв, она бросилась вслед за сыном. Но земля под ее весом, гораздо большим, чем у малыша, повела себя иначе. Огромный пласт грунта вместе с сухими камнями просто ушел из-под ее передних ног. Сайра попыталась оттолкнуться, но опоры не было. С глухим звуком удара она провалилась в узкую расщелину между двумя массивными гранитными глыбами. Камни сомкнулись вокруг ее тела, словно тиски. Расщелина была конусообразной. Чем глубже она проваливалась, тем сильнее сжимались ее бока. Передние ноги беспомощно повисли, не доставая до дна, а задние застряли в нагромождении щебня. Сайра попыталась вырваться, вложив в рывок всю свою силу, но это лишь ухудшило ситуацию. Шершавые края гранита содрали кожу с ее плеч, и острая пульсирующая боль пронзила все тело. Воздух из легких выходил с трудом, грудная клетка была настолько сдавлена, что каждый вдох требовал колоссальных усилий. Лема, стоявший на краю уступа всего в паре метров выше, замер в оцепенении. Он звал мать своим тонким хриплым голосом, и этот звук, полный отчаяния, разлетался по оврагу, отражаясь от камней. Остальной табун остановился наверху.
Десятки голов повернулись в сторону разлома. Вожак, мощный самец с густой гривой, подошел к самому краю и долго смотрел вниз. Сайра видела его глаза. В них не было сочувствия, только холодный инстинкт. В дикой природе беспомощность одного — это приговор для всех. Запах крови и звуки борьбы неизбежно привлекут хищников. И стадо сделало свой выбор. Сначала одна зебра, затем другая. Они начали отворачиваться и уходить прочь, подчиняясь зову самосохранения. Вскоре топот их копыт затих вдали, и только Лема остался сидеть на раскаленном камне, отказываясь покидать мать. Часы тянулись мучительно долго. Солнце медленно переползало по небу, безжалостно выжигая остатки сил Сайры. Ее губы пересохли и потрескались, голова тяжело опустилась на холодный, покрытый мхом бок камня. Она больше не пыталась бороться. Тишина саванны стала зловещей, прерываемой лишь шорохом крыльев грифов, которые уже начали кружить высоко в небе, выписывая идеальные круги над местом ее заточения. Лема, измученный жаждой, то убегал к крошечной лужице в тени, то возвращался, утыкаясь носом в край расщелины, пытаясь лизнуть мать в ухо или просто почувствовать ее тепло. Именно в этот момент, когда надежда окончательно угасла, горизонт прорезал низкий, вибрирующий гул. Это был звук, который не принадлежал миру животных. По старой колее, огибая заросли, ехал потрепанный внедорожник защитного цвета. В нем находились Марк и Элиас, сотрудники национального парка, которые совершали плановый объезд территории. Они уже собирались поворачивать к базе, когда Лема, ведомый непонятным порывом, выскочил прямо на дорогу. Он не убежал, когда машина затормозила, подняв столб пыли. Напротив, он начал метаться перед бампером, издавая странные, почти человеческие звуки, и постоянно оглядывался в сторону оврага. Люди поняли его. Выйдя из машины, они последовали за жеребенком, который буквально за руку вел их к месту трагедии. Когда Марк заглянул во расщелину, он присвистнул. Ситуация была критической. Зебра находилась в ловушке уже не 1 час. Ее дыхание было поверхностным, а взгляд — затуманенным. Элиас быстро принес из машины оборудование. Им пришлось действовать хирургически точно. Сначала Сайре ввели небольшую дозу успокоительного, чтобы она не повредила себе позвоночник в финальной попытке вырваться. Затем, с помощью гидравлического домкрата и мощных лебедок, закрепленных на внедорожнике, они начали миллиметр за миллиметром расширять пространство между валунами. Металл стонал, тросы натягивались, как струны, а земля под колесами машины летела во все стороны. Это была битва за жизнь, которая продолжалась до самых сумерек. Наконец, с тяжелым вздохом, Сайра соскользнула на брезентовую подстилку, которую люди успели подсунуть под нее. Она была свободна, но слишком слаба, чтобы встать. Марк осторожно вливал воду ей в рот через трубку, пока Элиас обрабатывал ее раны антисептиком. Лема стоял рядом, дрожа всем телом, но не отходя ни на шаг. Он обнюхивал руки людей, которые пахли бензином и железом, но больше не чувствовал от них угрозы. Небо окрасилось в багряные и фиолетовые тона, когда Сайра впервые за день смогла самостоятельно поднять голову. Она посмотрела на людей долгим глубоким взглядом,
в котором читалось нечто большее, чем просто животный инстинкт. Затем она с трудом поднялась на ноги, которые поначалу подкашивались, и прижалась к своему жеребенку. Они уходили медленно. Фигуры зебр постепенно растворялись в синих тенях наступающей ночи. Люди стояли у машины, молча провожая их взглядом. В ту ночь саванна снова стала просто саванной, жестокой и прекрасной. Но где-то там, среди тысяч полосатых теней, Сайра и Лема продолжали свой путь, связанные теперь не только кровью, но и памятью о чуде, которое произошло в тишине каменистого оврага. Они вернулись к своему табуну, который принял их так, будто они никогда и не исчезали, ведь в этом мире нет места для прошлого. Есть только вечное сегодня. И только когда Сайра иногда останавливается у воды и видит свое отражение с длинными заживающими шрамами на боках, она на мгновение замирает, прислушиваясь к далекому звуку мотора, который ветер доносит из-за горизонта.